Привет, я доктор Берг. В этом видео мы поговорим о том, как похудеть на 1 размер за неделю гарантированно. Есть 5 моментов, на которых нужно сосредоточиться. Мы соберем вместе все самые лучшие стратегии. Номер 1. Применение техники под названием интервальное голодание. Почему? Потому что при каждом приеме пищи повышается инсулин. Именно инсулин определяет, удастся ли вам похудеть или не удастся. Будете ли вы сжигать жир или не будете. Если инсулина слишком много, забудьте о похудении. Итак, нужно меньше приемов пищи. Речь не о калориях, а о том, чтобы есть реже. Это поможет снизить уровень инсулина и похудеть. Я рекомендую есть дважды в день. Можно распределить равномерно. Например, ближе к полудню и вечером. Никаких перекусов в промежутке, иначе подскочит инсулин. Белка нам нужно 85-170 грамм, не слишком много. Овощей нужно много. Они необходимы, потому что при сжигании жира нужно выводить весь этот жир из организма. И вовсе незачем соблюдать высокобелковую диету. Белка должно быть умеренно, я бы даже сказал, немного, а вот овощей нужно много. И еще надо добавить жиров. Без жиров нашей цели достичь почти невозможно. Почему? Жиры — это единственное, от чего инсулин не слишком подскочит. Жиры позволяют продержаться без еды дольше. Да, в них больше калорий, но это не важно. Вам важен только инсулин, он должен быть низким. Это хорошее полезное сочетание продуктов. Итак, мы едим белок, овощи и жиры, никаких перекусов, 2 приема пищи. Номер 2. Необходимо высыпаться. Основное сжигание жира происходит, когда вы в глубоком сне. 5-6 часов сна недостаточно, спите как минимум 8 часов. Если для этого надо будет прилечь днем, на здоровье. Старайтесь спать 8 часов в день. Чтобы крепче спать, я делаю 2 вещи. Первое — много растяжки перед сном. Второе — я принимаю ночную формулу для надпочечников. Это очень мощная штука, в ней совсем нет мелатонина. Она поддерживает надпочечники, успокаивает их. Обычно нужна 1 капсула, но чтобы проспать все 8 часов, я принимаю 2. Проснувшись, вы будете чувствовать прилив сил, а не туман в голове. Качество сна улучшится. Ну хорошо. Следующее — стресс. Если вы находитесь в состоянии стресса, это мешает, ведь стресс стимулирует выработку гормона кортизола, который не дает сжигать жир. Выпишите на листок все факторы, провоцирующие у вас стресс. Возможно, они будут связаны с людьми. Неделю избегайте этих людей. К своему удивлению, вы обнаружите, что похудели. Если вы постоянно сталкиваетесь с людьми, вызывающими у вас стресс, это вредит. Еще я рекомендую неделю не смотреть новости. Посмотрите комедию, почитайте книгу. Суть в том, что стресс будет мешать вам спать. Запомните, вам не нужен негатив. Начните подолгу гулять. Пешие прогулки — это полезно. Выходите на простор. Это помогает снять стресс. Есть много других приемов, но эти тоже помогут. Если больше спать, это тоже понизит стресс. Упражнения. Занимайтесь высокоинтенсивными интервальными тренировками. При этих тренировках нужно нагружать все тело. Если на улице не слишком холодно, я езжу на велосипеде. Еще бегаю спринт, занимаюсь скалолазанием и становой тягой, при этом слежу за спиной. Вы же занимаетесь тем, что интересно вам. Нужно как следует нагрузить все тело, сверху донизу. Занимайтесь короткими интервалами, но очень интенсивно, и делайте это только 1 раз в 2 дня. Ведь телу нужно восстановиться. Вся польза от упражнений в фазе восстановления. Не занимайтесь каждый день, если вы не в идеальной форме. Даже через день лучше не заниматься, если у вас стресс и проблемы со сном. Тут нужно подбирать частоту. У меня были клиенты, которые снижали частоту тренировок и в итоге отлично худели. Очень интересно, это кажется нелогичным, но это работает. В те дни, когда не тренируетесь, подолгу гуляйте. Там, где просторно, смотрите по сторонам. Это что касается тренировок. Питание. Морские водоросли или келп. Почему? Потому что они активируют щитовидку. Это ускорит метаболизм. Принимайте келп только по утрам. Примите 1-2 маленьких таблетки с утра. Не принимайте их перед сном, иначе не сможете заснуть. Цитрат калия. Производители выпускают хлорид калия, я же рекомендую цитрат калия. Что бы ни было написано на бутылочке, умножьте это на 5. Там будет под 100 мг.
Вы же примите 500 мг. Это лишь малая часть дневной нормы калия. В сутки необходимо 4700 мг. Тогда зачем принимать цитрат калия? Дело в том, что когда на кетогенной диете вы сжигаете жир, вы теряете небольшое количество калия. Вам нужно его восполнять. Калий снизит потребность в инсулине. Калий сделает ваш сон крепче, предотвратит образование камней в почках. Калий поможет мышцам расслабиться и даже придаст вам энергии. Обычно я не рекомендую принимать какой-то элемент отдельно от других, не в комплексе. Но речь идет об интенсивном похудении. Делать это вы будете недолго. И очень сложно, я знаю, что в это трудно поверить, но сложно убедить людей есть столько овощей, сколько нужно, а нужно от 7 до 10 стаканов в день. Некоторых трудно уговорить даже на 7 стаканов овощей, хотя нужно от 7 до 10, так что этим людям калия не хватает. Поэтому можно недолго принимать цитрат калия, но помните, что его нужно принимать в 5 раз больше, чем рекомендуется. Единственное противопоказание — болезнь почек, что очень маловероятно. Тогда этого делать не надо, а так все в порядке. Пищевые дрожжи. Их можно купить в магазинах здорового питания. В них много натуральных Б-витаминов. Они помогут справиться со стрессом, избавят от роя мыслей в голове. Они успокоят ваши надпочечники и помогут со всем этим. Надеюсь, это видео вам помогло. Большое спасибо за просмотр.